Скоростное расследование покушения на генерала ГРУ. Подозреваемых якобы опознали и одного даже в срочном порядке экстрадировали из Дубая. Обычно на такую процедуру уходят месяцы и даже годы. Иран не откажется от обогащения урана. Это вопрос безопасности и достоинства. Войну никто не отменял. Выборы в Японии. Саная Такаичи уверенно побеждает. Страну ждут колоссальные перемены. Корейская криптобиржа случайно раздала пользователям 40 миллиардов долларов. Большая миграция в Китае. Сотни миллионов жителей страны отправились в родные места праздновать наступление весны и Новый год по китайскому календарю. Трагедия на лыжном спуске. Американка Линдси Вонн упала на трассе и не смогла красиво завершить свою последнюю Олимпиаду. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. ФСБ заявила о задержании предполагаемого исполнителя покушения на первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева. По данным спецслужбы, подозреваемый был задержан в Дубае, после чего власти Объединенных Арабских Эмиратов быстро выдали его России. В ФСБ утверждают, что речь идет о гражданине России Любомире Корбе, 1960 года рождения, которого называют непосредственным исполнителем нападения. Кроме того, в Москве по этому делу задержан еще один гражданин России – Виктор Васин, 1959 года рождения. Третья фигурантка – Зинаида Серебрицкая, 1971 года рождения, по версии спецслужбы, скрылась на территории Украины. Утверждается, что до нападения России на Украину в 2014 году она жила в Луганской области, но потом продала дом и переселилась в Москву. Всех троих ФСБ называет пособниками. При этом в публичном пространстве появились противоречивые версии. Ранее сообщалось, что нападавший – гражданин России, однако затем стала распространяться информация о его якобы украинском происхождении и связях со спецслужбами Украины. Ряд российских СМИ и телеграм-каналов утверждают, что Корба якобы является гражданином Украины, потому что родился в Тернопольской области. Но по этой логике и генерал Алексеев тоже должен являться гражданином Украины, потому что родился в Винницкой области. По данным российских телеграм-каналов, группа как минимум 1,5 месяца вела наблюдение за генералом. Женщина снимала квартиру в том же жилом комплексе, собирала информацию о распорядке дня, доступе в дом и системе безопасности. Именно ей, по этим данным, удалось покинуть Россию. Сообщается также, что еще один фигурант, Виктор Васин, был давним знакомым предполагаемого стрелка, и именно он, по версии следствия, достал оружие – пистолет Макарова с глушителем. После нападения Васин был задержан в Москве. Ему вменяют посягательство на жизнь военнослужащего и незаконный оборот оружия. Тем временем кремлевские телеграм-каналы, чья неофициальная информация часто подтверждалась дальнейшим развитием событий, сообщают, что Путин потребовал не позднее 1 сентября полностью захватить территорию Донецкой области Украины, которую в Москве называют освобождением ДНР. По словам источников в Кремле, требование носит жесткий характер. Одним из возможных последствий называют отставку министра обороны Андрея Белоусова. По данным источников, он настаивает, что военным путем установить полный контроль над Донецкой областью удастся не раньше февраля-марта 2027 года, что Путин считает неприемлемо долгим сроком. В Кремле якобы отмечают, что неспособность быстро захватить регион ослабляет позиции России в диалоге с Трампом. Но оккупация этой территории невозможна без масштабных боевых действий и потерь. Начальник Генштаба Валерий Герасимов, по данным источников, назвал задачу сложной, но реалистичной. Однако лишь при условии проведения полномасштабной мобилизации в России, за которую он выступает уже длительное время. Однако Путин, как утверждается, опасается политических и социальных рисков в случае такого решения. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана нет другого варианта, кроме переговоров с Вашингтоном. При этом он подчеркнул, Иран не намерен отказываться от обогащения урана, считая это своим законным правом. Другого варианта, кроме переговоров, нет. Именно это я сказал американской команде пару дней назад. Их присутствие за столом переговоров обусловлено той же логикой, потому что они уже пробовали другие пути. А переговоры принесут плоды только тогда, когда права иранского народа будут признаны и уважаемы, и мы сможем реализовать свои права. Мы не хотим просто признания наших прав. Наши права официально закреплены и существуют. Мы хотим, чтобы наши права уважались. Сила Ирана заключается в его способности противостоять запугиванию, гегемонии и давлению со стороны других. Они боятся нашей атомной бомбы, но мы не стремимся к атомной бомбе. Наша атомная бомба — это способность сказать «нет» великим державам. Наше присутствие в регионе их военных не пугает.
Мы люди дипломатии, но мы также и люди войны. Мы не стремимся к войне, но готовы сражаться, если нам бросят вызов. Мы дипломатичны, потому что на нашей стороне логика, потому что мы выбираем слова. Мы логичны. Если они выберут путь дипломатии, мы поступим так же. Если они будут говорить с Ираном уважительно, мы ответим уважительно. Если они будут говорить силой, мы ответим силой. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий раунд переговоров может пройти уже в начале следующей недели. Ранее он потребовал от Ирана отказаться от обогащения урана, разработки баллистических ракет и поддержки вооруженных группировок в регионе. В Тегеране же настаивают, отказ от ракетной программы сделает страну уязвимой, прежде всего перед Израилем. Почему мы так настаиваем на обогащении и не хотим от него отказаться, даже если нам навяжут войну? Потому что никто не имеет права указывать нам, что мы должны иметь, а что нет. Это основано на принципе отрицания господства. У меня есть право обогащать уран. Согласно закону, только от меня зависит, воспользуюсь я этим правом или нет. На протяжении многих лет говорили, что у вас нет права обогащать, никакого обогащения. Почему? Потому что они, США, обеспокоены. Ну, если вы обеспокоены, мы готовы ответить на ваши вопросы. Если есть вопросы, мы ответим. Если нет доверия, мы создадим доверие. Но никто не имеет права говорить нам, что вы не должны этого иметь, потому что я этого хочу. Обогащение важно, но помимо этого, еще важнее, чтобы Исламская Республика Иран доказала, что она никому не подчиняется, не терпит ничьего господства. Если возникнут какие-либо вопросы, какие-либо неясности относительно целей мирной ядерной программы Ирана, мы ответим, мы устраним эти неясности, и единственный путь — дипломатия. Они пробовали другие способы, но это не сработало. Они бомбили наши объекты, но желаемого результата достигнуто не было. Знания нельзя уничтожить бомбардировками. Технологии нельзя уничтожить. Есть технологии и знания. Прошлым летом США нанесли удары по иранским ядерным объектам, после чего Иран заявил о приостановке обогащения и ответил ракетной атакой по американской базе в Катаре. Теперь стороны вновь балансируют между дипломатией и риском эскалации. Сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил осторожный подход к возможной ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном. Что касается любой сделки между Ираном и США, я надеюсь, что она сможет соответствовать нашим целям национальной безопасности и потребностям народа Ирана посредством дипломатии. Учитывая поведение Ирана в отношении соглашений, это может быть непросто. Тем не менее, я открыт к рассмотрению, понимая, что любое соглашение между Исламской Республикой и Соединенными Штатами должно быть представлено Конгрессу для рассмотрения и голосования. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал прошедшие переговоры с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что Иран отстаивает свое право на мирную ядерную программу, но не собирается обладать ядерным оружием. Переговоры Ирана и США, которые прошли при содействии дружественных правительств региона, стали шагом вперед. Диалог всегда был нашей стратегией для мирного урегулирования. Наша логика в ядерном вопросе — это закрепленные права в договоре о нераспространении ядерного оружия. Народ Ирана всегда отвечал уважением на уважение, но язык силы он не приемлет. В Берлине прошел митинг против репрессий в Иране. Акция состоялась у Бранденбургских ворот. Организаторы ожидали до 100 тысяч участников. Однако, по данным столичной полиции, на митинг вышли около 8 тысяч человек. Участники выражали солидарность с народом Ирана и протестовали против действий властей, которые жестко подавили недавние массовые выступления в стране. На акции были заметны флаги шахского Ирана, запрещенные после исламской революции 1978-79 годов. Многие демонстранты пришли в желтых жилетах с надписью «Free Iran» — «Освободите Иран». Со сцены выступила лидер оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана Мариам Раджави. Некоторые участники держали в руках ее портреты. В Багдаде владельцы магазинов и торговцы вышли на протест против повышения таможенных пошлин. Они предупредили, новые тарифы приведут к росту цен для потребителей. В знак солидарности часть торговых точек была закрыта. Протестующие собрались возле иракской таможни с плакатами и требовали, чтобы торговые рынки по всей стране прекратили работу в воскресенье. В районе скопления демонстрантов полиция развернула подразделения по борьбе с беспорядками, но движение транспорта вскоре восстановилось. Аналогичные акции прошли в Мосуле, где также закрылись магазины. Иракское главное таможенное управление заявило, что тарифы на продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости повышаться не будут. Однако ставки на другие товары, начиная с 0,5%, могут быть пересмотрены и останутся в силе, если правительство не примет иного решения. То есть, по сути, этот налог и эти сборы, они не против торговца. Если они и показывают миру, будто это направлено против торговца, то на самом деле, по сути, это против гражданина. Просто гражданин сейчас этого еще не ощущает. Но пройдет 2 месяца, запомните мои слова, именно 2 месяца, и посмотрите, что станет с товарами. Например, одежда, которая стоит 25 тысяч, будет стоить 50 тысяч. В Японии в воскресенье проходят досрочные выборы в Нижнюю палату парламента.
По данным опросов, победу может одержать коалиция действующего премьер-министра Саная Такаичи. На 465 депутатских мандатов претендуют почти 1300 кандидатов. Большая часть мест распределяется по одномандатным округам, остальные — по партийным спискам. К середине утра явка оказалась заметно ниже, чем на прошлых выборах. Эксперты связывают это с сильными снегопадами в ряде регионов. Эти выборы впервые за более чем 3 десятилетия проходят зимой. Саная Такаичи объявила о распуске парламента всего через 3 месяца после вступления в должность, рассчитывая укрепить позиции власти. Ранее правящая либерально-демократическая партия утратила устойчивое большинство, а партия Камейто вышла из коалиции. По предварительным результатам, ЛДП, действующего премьера Японии, уже получила большинство голосов. Оппозиция теряет половину мандатов. Сама Саная Такаичи выиграла в своем округе, набрав 88,7% голосов. Оппозиция остается раздробленной и, по оценкам аналитиков, не способна серьезно бросить вызов действующей власти. Такаичи уже заявила, что уйдет в отставку в случае поражения. Премьер выступает за усиление обороны, пересмотр пацифистской конституции и продолжение экономического стимулирования. Ее популярность особенно высока среди молодых избирателей, а незадолго до голосования поддержку Такаичи публично выразил президент США Дональд Трамп. В Южной Корее криптобиржа BitHump оказалась в центре громкого скандала. Из-за технической ошибки платформа случайно раздала клиентам более 40 миллиардов долларов в биткоинах вместо символических бонусов в рамках рекламной акции. Как заявили в самой компании, сбой произошел в пятницу. Вместо выплат по 2000 южнокорейских вон пользователи получили как минимум по 2000 биткоинов каждый. Всего было ошибочно распределено около 620 тысяч биткоинов. Торги и вывод средств для затронутых клиентов биржа остановила уже через 35 минут. В BitHump утверждают, что сумели вернуть 99,7% средств и подчеркивают, речь не идет ни о взломе, ни об утечке данных. Система безопасности, по их словам, не пострадала. Тем не менее, инцидент спровоцировал резкую распродажу на площадке. Южнокорейские финансовые регуляторы отреагировали жестко. Они заявили, что случившееся выявило уязвимости рынка виртуальных активов и предупредили о возможных проверках BitHump и других криптобирж, в том числе их внутреннего контроля и операций с цифровыми активами. В Китае начался период Чуньюнь, особый сезон работы транспорта, связанный с празднованием весны, традиционного китайского Нового года. Он стартовал 2 февраля и продлится 40 дней, до 13 марта. Власти ожидают рекордную нагрузку. За это время по стране будет совершено около 9,5 миллиардов межрегиональных поездок, что станет историческим максимумом. Эксперты объясняют всплеск сразу 2 факторами: массовым возвращением людей домой для воссоединения с семьями и ростом внутреннего туризма на фоне удлиненных новогодних каникул. В этом году официальные выходные продлятся 9 дней, а сам праздник весны выпадает на 17 февраля. Основная часть поездок, около 80%, придется на личный автотранспорт. Железные дороги перевезут, по прогнозам, 540 миллионов пассажиров, гражданская авиация — около 95 миллионов. И общий объем перевозок и суточные пики ожидаются выше всех предыдущих лет. Власти заявляют, что уже усилили транспортные мощности, особенно в крупных узлах, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойное движение в самый напряженный миграционный период года. Китай испытал первую в мире городскую высотную ветроэнергетическую установку мощностью в 1 мегаватт. С 5 января она стабильно работает на высоте 2000 метров в городе Ибинь на юго-западе китайской провинции Сычуань. За одни сутки в тестовом режиме система выработала 385 киловатт-часов электроэнергии, установив отраслевой рекорд. Сооснователь компании Savistun, разработчика системы S2000, Дун Тиньжуй отметил, что главной сложностью при разработке был вес генератора, однако развитая система новых энергетических технологий в Китае во многом решила эту проблему. Изначально все считали, что главной проблемой при создании высотной ветроэнергетической установки является ее вес. Двигатель мощностью 3 мегаватта обычно весит десятки тонн, и разместить такой агрегат высоко в воздухе казалось совершенно нереалистичным. Однако в ходе исследований мы выяснили, что с развитием зеленой энергетики и новых энергетических технологий в Китае проблема веса была фактически решена рынком и промышленной системой нашей страны. При оснащении двигателем мощностью 3,6 мегаватта С, 2000 фактически представляет собой электростанцию, парящую над городом и передающую электроэнергию по кабелям постоянного тока среднего напряжения.
В идеальных условиях ее годовая выработка способна покрыть потребности почти 3000 домохозяйств. С 2024 года компания Savestun успешно разработала и испытала модели S500, S1500 и S2000, последовательно устанавливая рекорды по высоте полета и объемам генерации электроэнергии. Ядро всей системы — это циркуляция гелия. Патент на базовый принцип этой системы можно найти, но то, как она реально работает, является строго конфиденциальной информацией. Эта система гарантирует отсутствие утечек газа в аэростате. Второй ключевой элемент — вся наша аэродинамическая архитектура — коэффициент подъемной силы к сопротивлению, у которой достигает поразительных значений. Следующим шагом мы планируем провести испытания на высотах свыше 4000 метров. Ветер на высоте 4000 метров на самом деле лучше, чем на 2000, особенно в таких регионах, как Сычуань, расположенные в котловине. На высоте 2000 метров ветер немного зависит от рельефа, тогда как на 4000 метров сценарии применения будут значительно шире. Надежды американской горнолыжницы Линдси Вонн на еще одну олимпийскую медаль оборвались на старте скоростного спуска. Американская звезда потеряла баланс на первом трамплине. Вес сместился назад, восстановить контроль не удалось, и она рухнула на склон. Падение произошло через несколько секунд после старта. Вонн задела ворота рукой, потеряла устойчивость и оказалась на снегу. Трасса погрузилась в тишину. Зрители и спортсмены наблюдали, как одна из главных фигур американского горнолыжного спорта остается лежать на снегу. Медики находились рядом почти 13 минут. Затем Вонн эвакуировали вертолетом. Комментаторы и болельщики проводили ее аплодисментами, поддерживая спортсменку. Да, мы видели аварию. Очень прискорбно. Сердце разрывается. Очевидно, что она прошла через это несколько дней назад. Душераздирающе. Радостно видеть, что она выжила в последний раз, но не знаю, сможет ли она вернуться на Олимпиаду. Так что, молодец. Молюсь, чтобы с ней все было в порядке, и чтобы она могла получить необходимое лечение. Это печальная новость. Это разочаровывает, потому что она собиралась вернуться и попытаться быть здесь на этой неделе после той аварии. Я очень надеялась, что у нее будут отличные последние Олимпийские игры. Я шокирован этой новостью. Прискорбно. Надеемся, что она быстро поправится. Вы знаете, я думаю, что она, вероятно, хотела уйти на пенсию после этих Олимпийских игр. Желаю ей всего наилучшего на пенсии. И вперед, команда США. Для 41-летней Вонн это уже вторая медицинская эвакуация с трассы на вертолете за последние недели. В конце января она получила серьезную травму колена на этапе Кубка мира, но решила выйти на старт своих 5-х и последних Олимпийских игр. Это, конечно, не то, чего я ожидала. Я усердно работала, чтобы подойти к этим играм в совсем другой форме. Я знала, какие у меня были шансы до падения. И понимаю, что сейчас они не такие, но шанс все еще есть. И пока есть шанс, я буду пытаться. К сожалению, в моей карьере было много трудностей. Я всегда пыталась преодолевать пределы. В скоростном спуске это очень опасный спорт, и все может случиться. И поскольку я стараюсь изо всех сил, случаются падения. Я получала травмы больше раз, чем хочу признавать даже самой себе. Но такие карты мне достались в жизни, и я буду играть с ними как могу. Нет, жизнь не идеальна. Президент Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш назвал падение трагичным и отметил, что окончательные выводы сделают врачи. Ранее он называл участие Линдси Вонн одним из главных событий Олимпиады. Я бы сказал, это невероятно важно. Думаю, это будет главное событие этих игр, ее выступление. Если она сможет соревноваться, а мы все молимся об этом каждый день. Представьте, какая невероятная история возвращения. Человек, который ушел из спорта не 2-3 года назад, а 7 лет назад, с коленом, на котором большинству трудно ходить. Она могла спокойно оставить лыжи и наслаждаться жизнью, перестать безумно тренироваться. А она вернулась с наполовину титановым коленом. И она не просто вернулась, она выиграла 2 этапа. Возможно, сейчас она катается лучше, чем когда-либо. Это просто потрясающе и фантастически демонстрирует красоту зимнего горнолыжного спорта.